Всем привет! Сегодня у нас расклад, думает ли он, что ты вернешься к нему. И прежде чем начать, напомню, кто не знает, сегодня день рождения у Ани. А, Ни в коем случае грустить не нужно, потому что сегодня не день смерти. И Аня была веселым человеком, и вряд ли она бы хотела, чтобы кто-то грустил. Сразу скажу, что картофельное пюре с котлетками и киндер-делис. Ну или у кого-то там это киндер молочный ломтик. То есть так поминать. Так, ну все в принципе. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Почему вы расстались? Ну, сразу скажу, да, первые две карты сигнификации, остальные читаем парно. Но вы расстались не из-за одной ситуации. У вас накопилась усталость и ощущение, что вы на месте топтались. Ты вкладывалась, там, плодов ждала, а все сводилось к тому, что ничего не меняется. Ни в его поведении, ни в его планах. Все тянулось, как будто вот время как будто уходило впустую. И у тебя появилось чувство, что он тебя задерживает, а не вперед двигает. А он, в свою очередь, тоже был недоволен положением этих вещей. Но вместо того, чтобы предложить изменения, он просто руки опустил. Он застрял в этой рутине и перестал воспринимать ваши отношения как зону роста. В итоге это стало замкнутым кругом. Ты ждала шагов, а он их не делал. Ты злилась, а он еще сильнее уходил в сторону. И все закрутилось в этом тупике. Плюс тут сыграла еще роль ощущения судьба, то, что не в ту сторону идет. Ты чувствовала, что вот сами обстоятельства разваливаются под руками. Как будто вот все время жизнь подкидывала то препятствия там, то недопонимание. И в какой-то момент стало ясно, что надежда на улучшение меньше, чем самих разочарований. Поэтому решение про разрыв было неизбежным, даже если в тот момент оно оказалось каким-то резким. Так думает ли он, что ты к нему вернешься? Да, конечно. И причем часто думает. Но, знаешь, в его картине мира возврат связан не с его усилиями, а скорее с твоим внутренним решением. Он сам себя убеждает, что в тебе еще горит искра, что твое сердце не до конца закрыто. У него знаешь, какая логика? Да, я ранил, но глубину этой трещины я немного там преуменьшаю. А значит, у нее со временем остынет вот этот запал, эмоции, и она опять ко мне вернется. Он, знаешь, он держит в голове такую картину, как будто новая страница между вами может открыться, как сказать, на страсти, на желании, на эмоциональном рывке. Для него это не столько работать над отношениями, да, а сколько с нуля начать, потому что есть тяга, есть влечение. И он реально строит иллюзии. Думает, что у тебя есть потребность снова дать ему шанс. Что где-то внутри ты уже готова вернуться. По факту он не думает о реальной работе над ошибками. Нет, он, знаешь, он видит возврат через страсть, и твое вот это сердце дрогнет. Да, он считает, что ты способна снова прийти, но эту мысль он держит больше как оправдание себе, чем как какой-то реальный план. Какой совет? Ну, знаешь, тут главный совет трезво оценить, что между вами больше. Иллюзий или вот этого союзничества.
Ты уже прожила опыт, где он не вкладывался, как ожидалось. И если сейчас он снова будет появляться, там, знаки посылать, смски писать, то просто помни, что большая часть его образа в твоих глазах, она построена не на реальных действиях, а на твоих внутренних фантазиях о том, каким он мог бы быть. Понимаешь? Карты говорят, что не соглашайся на крошки. Если он проявится, смотри только на дела. Не на слова, не на обещания, не на всплески страсти, только на конкретику. То есть вкладывается ли он в тебя, вкладывается ли он в ваше будущее общее, ваш общий баланс. По сути, тут знаешь четкое послание, что если он появится, то проверь не то, что он говорит, а то, что он реально делает. У тебя уже был шанс проверить, и прошлый опыт он показал, что на одних эмоциях счастье не построить. И если он снова придет с красивыми словами «я достану тебе звезду» и с надеждой, что ты там сама к нему вернешься, у тебя должен быть фильтр. Иллюзии мне не нужны, я беру только факты, только действия. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты сигнификации, остальные парные читаем. Почему вы расстались? Расстались, потому что у вас, знаешь, было такое красивое, яркое, но слишком на него ориентированное кино. Он тянулся к удовольствиям, к легкости, он обожал внимание, обожал вот эти эффектные моменты. Тебя он по-своему любил, но главный герой всегда у него был он сам. Ты ждала нормальных отношений, да, там планы, общая ответственность, разговоры, как говорится, на взрослые темы. А он предпочитал наслаждаться вот тем, что уже есть, и не заморачиваться. Для него это заморачиваться по пустякам. И каждый раз, когда ты предлагал какую-то конкретику, он это все в шутку переводил. Обещал, там, переносил на когда-нибудь. И вот когда казалось, что вот-вот все сложится, он снова уходил в этот режим. Мне и так хорошо, у тебя есть, как говорится, этот, как его над головой, крыша над головой. Все, в холодильнике еда есть, крыша над головой есть, хватит. Ты, его любимые слова, вот, ты зажралась, вот. А чё тебе не хватает? Вон булка хлеба, палка колбасы и крыша над головой есть. Чё ты еще хочешь? И ты вообще уже устала рядом, как украшение его жизни стоять. И вот разводящий момент был бытовой и приземлен. Ты говоришь, давай там зафиксируем бюджет, дату переезда и так далее, а он говорит, давай не портить то, что есть. И после этого ты просто внутренне отступила. Стало ясно, что тепла много, а совместной опоры нет. В итоге треснул там, где вот у пар должна быть база, фундамент. И не из-за скандала, а вот из-за разницы в приоритетах. Ему важнее личный комфорт, постоянное чувство праздника, а тебе нужен дом, там ясные договоренности, стабильность, знание, куда мы движемся. И на вот этой разнице отношений, конечно, и рассыпались. Потому что у него ветер в жопе, извини меня за выражение. Думает ли он, что ты вернешься к нему? Ну да. Он уверен даже, что ты вернешься. В его голове вы такая пара, которой просто нужно время, чтобы эмоции остыли. Он крутит у себя в голове лучшие моменты вашей связи, да, и делает из этого вывод, что ваш формат, он не случайность. Он видит тебя не как там мимолетную историю, да, а как нормальное отношение с будущим. В его логике все просто. Между вами есть взаимность, значит, точка притяжения никуда не делась. А вот
свои ошибки разбирать всерьез он не планирует. Нет. Он рассчитывает на то, что ваше тепло, вот это страсти, это все перекроет прошлые трения. Внутри у него конкретная картинка. Спокойная встреча, нормальный разговор, пара часов без телефонов, 2 раза компот, и вы снова вместе. Он, знаешь, он уверен, что ты способна глаза закрыть на лишнее вот это все ради общего счастья. И он прям не сомневается в своей привлекательности для тебя и в том, что рядом с ним тебе тепло. Поэтому он, знаешь, он не ждет момента для извинений. Нет, он ждет твоего сигнала. Маленького шага с твоей стороны. Понимаешь, там смски, сообщения какого-то, любой зацепки. И тогда он будет считать, что можно просто продолжить, как будто паузы и не было. И, конечно, в его расчете ты делаешь вот этот первый жест, а он потом подхватит. Какой тебе совет? Тут даже трактовать не нужно. Тебе сейчас важна холодная голова и ритм нормальный. Не спеши, там возвращай в свою жизнь стабильность до любых разговоров с ним. Сон выровни, ты плохо спать начал. Питание ты начала кусочничать. Деньги, там, расписание. Покажи себе, что ты не в дефиците. Ни по времени, ни по вниманию, ни по ресурсам. Когда он выйдет на связь, темп держи вдумчивым. Никаких ночных сообщений, никаких внезапных встреч. Знай себе цену. Ночью написал, молчишь, как бы тебе не хотелось ответить. Когда ты там приблизительно просыпаешься, тогда можно ответить, и то как бы опоздать. Понимаешь? Тебе важны сейчас только понятные часы, я имею в виду для общения, спокойные места, разговоры только по делу. Без вот этой вот, как его, я тебе звездочку достану, давай мне компот. Компот, ты поняла, да, что такое? Не маленькое. И сразу задай правила взаимодействия. Тебе нужен ровный контакт, без качелей. Я не вытягиваю разговоры, я не прошу внимания. Если хочешь быть рядом, планируй со мной конкретные дела, конкретные продвижения. То есть проверь его делами, не словами. Нахер бы они тебе упали, эти слова? Понимаешь? Его инициатива должна быть в большинстве случаев. Совместные планы с датами, даже если это бытовые мелочи, должны быть. Даты, время точно. Понимаешь? И вклад в твои задачи делом, а не обещаниями. Если хоть чуть-чуть мимо, не спеши соглашаться на всякие компромиссы из серии типа «ну ладно, лишь бы мужик рядом был». Это та дорожка будет, где ты снова окажешься в нехватке, если лишь бы был. У тебя нет задачи доказывать свою ценность, нет такой задачи. У тебя есть задача защитить свое спокойствие, услышь меня. И формат выбирай, где тебе хватает тепла, уважения, и все, что, как говорится, ниже этой планки, мы не берем с тобой. Все понятно? Все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки затейницы. А первые 2 карты парно читаем. Ой, все карты парно читаем. Первые 2 это сигнификация. Почему расстались? Ну, тут видишь не одна сцена. Потому что ты вот слишком долго вот держала все на своих плечах. Сдерживала себя, чтобы не устроить лишний конфликт. Он привык к твоей выдержке и считал, что это нормально. Как только разговор до конкретики доходил, у него включались отмазки, паузы и прочее.
И тебе постоянно приходилось мягко его подталкивать, разъяснять ему, там ждать, там отступать даже, снова пробовать. При этом в теме границ он тебя теснил. Нельзя, как говорится, вынести на стол то, что тебе важно, без его раздражения. Ты ему говоришь: «Мне важно вот это», он раздражается. В итоге ты жила в режиме вот этой самоцензуры, я бы сказал это. Он завис в сомнениях, он завис в оправданиях, а ты зависла в постоянной попытке удержать тон и не сорваться. И последняя капля была максимально этой, как его, бытовой. Ты предложила зафиксировать реальные шаги по совместной жизни, по общим тратам, а он это перевел все в пустую болтовню и ушел в тишину, как это он обычно делает. И вот тогда ты впервые поймала себя на простой мысли. Если так дальше и будет, ты потеряешь к себе уважение. Ты саму себя потеряешь. И разрыв вот как раз именно тут случился. Ты выбрала себя, а не вот эту бесконечную сдержанность. А он в своем привычном круге остался. Из страхов, из откладываний. Просто вы оба устали. Но только ты приняла решение завершить вот этот бег по кругу и перестала просто нести все за двоих. Думает ли он, что ты вернешься? Конечно. И не просто он надеется, он у себя прям целый сценарий твоего возврата строит. Он сейчас там, делами, обязательствами жонглирует, старается не ронять свою картинку успешности, потому что картинка успешности для него это очень-очень важно. Это гладит его эго. При этом он уверен, что сможет вернуть контроль, если появится у тебя на пороге резко и решительно. Он рассчитывает на свою скорость и на твою мягкость. То есть в его логике так. Он выходит на связь уверенно, предлагает тебе встречу с готовым планом, задает темп, не оставляет времени на долгие разговоры. И он уверен, что твоя память, на хорошая твоя память, она теплая. И согласию там будет достаточно одного правильного захода к тебе. Он держит тебя сейчас в поле внимания. Отслеживает там, когда ты онлайн, реагирует на всякие мелочи, чтобы не потерять нить. Он считает, что ты не закрыла дверь, а просто немножечко отодвинулась. Поэтому он примеряет роль этого, штурмана-водителя вот этой всей ситуации. Подкинет движение, подтянет разговор, поставит тебя перед фактом активных шагов. Он переоценивает вот этот эффект напора и недооценивает то, что у тебя выросли требования к стабильности. В его расчете основа простая. Он задает маршрут, ты подстраиваешься. И он уверен, что это сработает, как и раньше срабатывало, кстати. Какой совет? Тут 2 стержня тебе нужно вернуть себе. Свою огненную самооценку и холодную ясность. То есть сохраняй теплоту, но не отдавай управление. Спокойно, коротко общайся. Сразу указывай, что тебе нужен предсказуемый ритм и одинаковое качество отношений. Не прыгай в его скорость. Делай паузу, выдыхай, отвечай только тогда, когда тебе удобно. Рамку ставь. Понимаешь? Встречи планируются заранее. Темы не заметаются под этот ковер, как я у бабушки веником подметал под ковер всегда. Вот он так же делает. Если он опять попробует продавить темп и увести разговор от сути, останавливай, возвращай к вопросу. Ты не объясняешь по кругу, ты фиксируешь договоренности. Смотри только на действия. Если он заявит конкретный шаг, он должен случиться этот шаг в заявленный срок. Никаких скидок, ты не магазин одежды. А то он
на настроение, у меня загруженность, настроение плохое, никаких скидок. Ты не секонд-хенд. Еще момент. Не подыгрывай собственному голоду по вниманию, потому что он у тебя есть. Потому что у тебя, у всех еще хуже. У тебя вот так вот в голове. И ты можешь, вот, как сказать, собственный голод по вниманию поставить на первое место. Нельзя так. Лучше там заполни день делами каким-нибудь, спортом, подругами, хобби. С таким фоном ты сразу видишь, где реальная опора, а где пыль в глаза. Если он приходит вот с ясной инициативы и держит ее хотя бы месяц без срывов, то уже можно дальше разговаривать. Если это снова такие вот, как сказать, всплески, провалы, качели, закрывай эту тему без лишних объяснений. Твой стандарт простой. Ровное уважение, понятные шаги, общая ответственность. Все, что ниже, это не твой уровень. Ну, просто не твой. А что я могу тут сказать? Ну, не твой. Тебе не надо, чтобы ты, как говорится, прыгала к нему в машину. Он ведет, он диктует, он музыку рулит и тебя танцует. Подписывайся обязательно на канал. Напомню, что сегодня день рождения у Ани. Кто хочет поминать, то картофельное пюре с котлетками и киндер-делис. И всегда помните, что я всегда рядом.